Привет, дорогие друзья! Задумываетесь о том, каким узором связать джемпер, кардиган или свитер? Предлагаю рассмотреть узор, по сути являющийся косами или переплетениями, в зависимости от того, как часто эти косы будут располагаться на полотне. А можно выполнить только одну косу, или на полочке, или на спинке. А также расстояние между косами можно регулировать, делать то шире, то уже. То есть несколько кос на полотне можно размещать друг от друга на расстоянии, которое вы выберете для вашего полотна, для вашего изделия. Такой узор выглядит шикарно, а вяжется очень просто. Для такого узора имеются две схемы. На одной из них перекрещивается 6 петель, и раппорт узора вверх по вязанию состоит из 32 рядов, а в ширину раппорт узора в ряду состоит из 14 петель. И имеется схема узора, где раппорт узора вверх по вязанию состоит из 26 рядов, и в ряду раппорт составляет 26 петель, и здесь перекрещивается 8 петель. На первой схеме перекрещивались 6 петель. Я покажу, как перекрещивать петли без использования дополнительной спицы. Легко, быстро и просто. Мы будем вязать образец узора вот по этой схеме, где перекрещиваются 8 петель. Самым обычным классическим способом набора петель на спице я набрала 28 петель. Это один раппорт узора из 26 петель плюс 2 кромочные петли. Для поворотного вязания. Для кругового вязания наберите число петель, которое делится на 26, на число петель раппорта узора. Кромочные петли набирать не нужно, но при круговом вязании нужно набрать дополнительно одну петлю для замыкания петель в круг. Набрав 28 петель, я провязала один базовый установочный ряд всеми изнаночными петлями для того, чтобы выйти на лицевую сторону работы, где вот такая красивая косичка наборного ряда. Я вяжу бабушкиным способом вязания. В этом первом установочном ряду я первую кромочную петлю провязала лицевой петлей. В дальнейшем во всех остальных рядах, когда буду вязать узор по схеме, я буду ее снимать. Последнюю кромочную петлю я провязываю бабушкиной изнаночной петлей. Вы провязываете кромочные петли так, как вы привыкли. Этот установочный ряд я провязала только один раз перед началом провязывания узора по схеме. Первый лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем. И далее начинаем вязать узор справа налево по условным обозначениям схемы. При круговом вязании точно так же вяжется первый лицевой ряд справа налево по схеме, по ее условным обозначениям, а также все нечетные лицевые ряды точно так же вяжутся справа налево, как и при поворотном, одинаково по схеме. Кромочную петлю сняли и провязываем 12 лицевых петель. Пустые клеточки означают лицевую петлю. Одна лицевая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, 11, 12 лицевая петля. Далее 2 изнаночные петли, которые обозначаются на схеме горизонтальными черточками.
2 изнаночные петли, 1, 2 и 12 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 лицевая петля, кромочная петля, изнаночная бабушкина. Мы провязали первый лицевой ряд. Работу разворачиваем на изнаночную сторону и начинаем провязывать второй изнаночный ряд по рисунку, то есть как смотрят петли. Видим лицевую, вяжем лицевую, видим изнаночную, вяжем изнаночную. При круговом вязании второй ряд четный также вяжем по рисунку, но справа налево. То есть тоже как смотрят петли. Видим лицевую, вяжем лицевую, видим изнаночную, вяжем изнаночную. Второй ряд при круговом вязании вяжется следующим образом. Провязывайте 12 лицевых, 2 изнаночные и 12 лицевых. То есть по рисунку первого ряда вяжете справа налево. Итак, второй изнаночный ряд при поворотном вязании. 12 изнаночных петель. Вот они, бугорки изнаночных петель. Это были 12 лицевых петель. В первом лицевом ряду провязываем 12 изнаночных, 1, 2, 3 петель, 4, 5, 6, 7, 8, 9, то есть по рисунку. Видим изнаночную, вяжем изнаночную. Можно даже не считать эти петли. Просто видим бугорок изнаночной петли, вяжем изнаночную. Вот видим косичку лицевой петли, видим лицевую, вяжем лицевую. Следующая петля, видим лицевую, также вяжем лицевую. Дальше видим изнаночные все петли до конца ряда. Не считаем, просто провязываем ту петлю, какую видим. Вот бугорки изнаночных петель, так и провязываем. Изнаночную петлю провязываем изнаночной петлей. Это означает, мы вяжем по рисунку, то есть ту петлю, какую видим. Кромочная петля, изнаночная бабушкина петля. Мы провязали второй изнаночный ряд. Работу разворачиваем на лицевую сторону. И далее самостоятельно провязываем третий лицевой ряд. Он вяжется как первый. Потом второй провязываем, четвертый изнаночный ряд, как второй вяжем. Пятый лицевой ряд вяжем как первый. И шестой изнаночный ряд вяжем как второй. Точно так же. Встретимся в 7 лицевом ряду. Друзья, я провязала 6 рядов по схеме и начала уже вязать 7 лицевой ряд. Кромочную петлю я сняла, провязала 12 лицевых петель и 2 изнаночные. И теперь буду выполнять перекрещивание 8 петель с наклоном влево, куда показывает вот эта перекладинка. Без дополнительной спицы. Вот эти 8 петель, 4 петли и 4 я должна перекрестить. Первые 4 петли я переснимаю на правую спицу, не провязывая, вводя правую спицу внутрь каждой петли. Я пересняла на правую спицу 4 петли и теперь провязываю следующие 4 петли. 1, 2, 3, 4. Рабочая нить у меня была за работой, и она у меня вот здесь протянулась. То есть, когда вы провязываете 4 следующие петли, у вас протягивается сзади полотна ниточка.
Она не должна быть туго натянута, а то жгутик сильно будет стянут и деформируется некрасиво. Она должна быть и не расхлябанно висеть. Она должна быть вот так вот свободно, здесь в свободном виде находиться. Итак, на правой спице у нас 4 переснятые петли, не провязанные, и 4 провязанные петли. Теперь перед работой правую спицу вводим в 4 переснятые петли слева направо. Вот таким образом. Вот так это выглядит. И теперь, придерживая пальцами провязанные петли, правую спицу вытаскиваем из всех 8 петель. Из всех 8 петель. И теперь возвращаем на правую спицу 4 провязанные петли. И перекрещиваем петли вот так. На правой спице у нас 4 провязанные петли, на левой 4 не провязанные. И теперь провязываем не провязанные петли. 1, 2, 3 и 4. Вот такое перекрещивание без дополнительной спицы с наклоном влево у нас получилось. Далее по схеме провязываем 4 лицевые петли. 1, 2, 3, 4 лицевая петля и кромочная петля, изнаночная бабушкина петля. Мы провязали 7 лицевой ряд. Далее самостоятельно провязываете 8 изнаночный ряд по рисунку, как смотрят петли. Здесь у нас будет 12 изнаночных, 2 лицевые, 12 изнаночных. Далее провязываете 9 ряд по схеме справа налево, затем 10 ряд по рисунку, затем 11 ряд провязываете по схеме и встретимся, 12 ряд провязываете по рисунку и встретимся в 13 лицевом ряду. Я еще раз покажу, как провязать вот эти 8 петель и перекрестить их без дополнительной спицы. Я провязала 12 рядов по схеме, начала вязать 13 ряд и дошла до перекрещивания петель. Я еще раз покажу, как перекрестить петли без дополнительной спицы с наклоном влево. Вот у нас 4 петли. Мы их переснимаем, не провязывая на правую спицу. Нить находится за работой. Переснимаем 4 петли, не провязывая. Следующие 4 петли провязываем. Следим, чтобы нить не стягивала туго полотно, но и не была очень такая не расхлябанная, а чтобы она лежала свободно. 1, 2, 3, 4 лицевая петля. Мы провязали 4 лицевые петли на правой спице, 4 петли переснятые и 4 петли провязанные. И теперь перед работой левую спицу мы вводим в переснятые петли слева направо. Вот так, в 4 переснятые петли. Провязанные петли придерживаем пальцем и правую спицу вытаскиваем из всех 8 петель. Возвращаем на правую спицу провязанные петли.
И теперь вот так перекрещиваем эти петли с наклоном влево. На правой спице у нас провязанные петли, а на левой не провязаны. Провязываем не провязанные петли. Одна, вторая, третья и четвертая. Мы перекрестили 8 петель с наклоном влево, без дополнительной спицы. Довязываем ряд до конца. 4 лицевые петли. 1, 2, 3, 4 лицевая петля, кромочная петля, изнаночная, бабушкина петля. Далее самостоятельно провязываете четные 14, 16 и 18 ряд по рисунку, как смотрят петли. Видим лицевую, вяжем лицевую, видим изнаночную, вяжем изнаночную петлю. И 15 и 17 ряды вяжем по схеме справа налево, по ее условным обозначениям, самостоятельно. И встретимся с вами в 19 ряду, где будем перекрещивать 8 петель с наклоном вправо. 19 лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем. Далее провязываем 4 лицевые петли. И затем нужно выполнить перекрещивание 8 петель с наклоном вправо, куда показывает перекладинка. Вот перед нами 8 петель, 4 и 4 петли. Нить переводим вперед работы. Затем первые 4 петли переснимаем на правую спицу, не провязывая. Третья и четвертая петля. Пересняли 4 петли на правую спицу. Вот так заводим нить за работу. Обвивая 4 переснятые петли этой нитью. И провязываем следующие 4 лицевые петли. 1, 2, 3 и 4. И теперь за работой наклоняем вязание на себя и за работой вводим левую спицу слева направо в переснятые непровязанные петли. Вот так это выглядит. И теперь правую спицу вытаскиваем из всех 8 петель, придерживая рукой провязанные 4 петли. И затем эти 4 провязанные петли возвращаем на правую спицу. Перекрещиваем петли с наклоном вправо. На правой спице провязанные 4 петли, на левой спице не провязанные петли, переснятые. Провязываем переснятые петли. 1 лицевая, 2, 3 и 4 лицевая петля. Мы перекрестили 8 петель с наклоном вправо, без использования дополнительной спицы. Далее продолжаем вязать 15 ряд по узору, по условным обозначениям схемы. 2 изнаночные петли и все остальные петли до конца ряда, до конца раппорта лицевые.
кромочная петля, изнаночная бабушкина петля. Мы провязали 19 ряд. Вот здесь у нас перекрещивание петель влево, а здесь мы начали перекрещивать петли вправо в начале раппорта. Далее самостоятельно провязываете схему до 25 лицевого ряда. Я еще раз покажу, как провязать эти петли с перекрещиванием с наклоном вправо. 25 лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем, не провязывая. Провязываем 4 лицевые петли. 1, 2, 3, 4 лицевая петля. Далее нам нужно перекрестить 8 петель с наклоном вправо. 4 петли и 4 петли. Переводим рабочую нить вперед работы. И переснимаем первые 4 петли на правую спицу, вводя правую спицу внутрь каждой петли. Пересняли 4 петли на правую спицу, заводим рабочую нить за работу. Рабочая нить обвивает переснятые петли спереди. Туго не натягивайте нить. Ну и слабая она не должна быть. Следующие 4 лицевые петли провязываем лицевыми петлями. 1, 2, 3 и 4. Затем провязанные 4 лицевые петли пропускаем и левую спицу вводим в переснятые не провязанные петли. За работой. Слева направо. Вот так это выглядит. И теперь, придерживая провязанные петли пальцами левой руки, вытаскиваем правую спицу из всех 8 петель. И провязанные петли возвращаем на правую спицу. И перекрещиваем эти петли с наклоном в правую сторону. На левой спице у нас не провязанные петли, на правой провязанные. И теперь провязываем не провязанные 4 лицевые петли. 1 лицевая, 2, 3 и 4 лицевая петля. Мы перекрестили без дополнительной спицы 8 петель с наклоном в правую сторону, вправо. Вот так у нас получается уже узор. Вот так он выглядит. И довязываем ряд до конца. 2 изнаночные петли и 12 лицевых петель. 3, 4, 5. У меня всего один раппорт узора. Я провязываю до конца 12 петель, до конца своего раппорта. Кромочная петля, изнаночная бабушкина петля. Разворачиваем работу на изнаночную сторону и самостоятельно провязываем последний 26 изнаночный ряд вверх по вязанию. И далее начинаем повторять узор опять же с 1 по 26 ряд.
Вот так выглядит изнаночная сторона узора. Достаточно гладкая, с небольшими выпуклостями, там, где у нас идет перекрещивание петель. И лицевая сторона узора. На этом у меня все. Надеюсь, мастер-класс и узоры вам понравились. Спасибо большое за ваши добрые комментарии, за лайки, за подписки. Желаю всем легких петелек. Вяжите с удовольствием. Пока-пока. До новых встреч.